Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется «Восьмерочка». Более подробно о ней можно узнать на сайте strategiforex.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ4, а также дополнительные индикаторы. Итак, стратегия эта предназначена для валютной пары британский фунт, американский доллар. Временной интервал 15 минут, и нам потребуется, во-первых, следующий индикатор. Это у нас индикатор Gun Signals, параметр по умолчанию, и дополнительный индикатор, в принципе, он не обязателен, но, по крайней мере, поможет нам строить коробки временные. Это индикатор Morning Flat, который как раз и отрисовывает данную коробку, на основе которой мы и будем работать, и также достраивает два уровня расширения Fibonacci 161,8 на вот это движение. То есть вниз, если растягиваем Fibonacci 161,8, появляется здесь. Если снизу вверх, то расширение появляется здесь. Вот как мы и получаем данные два уровня. Ну а здесь это максимум и минимум по терминальному времени с 0 часов 15 минут до 8 часов 30 минут. То есть максимум и минимум выделяется, и мы получаем торговый диапазон. Теперь, каковы же условия для торговли? Начнем с примера на покупку. Если мы видим, что этот период заканчивается таким образом, что индикатор Gun Signals окрашен в красный цвет, то при первой же смене цвета с красного на зеленый, вот обратите внимание, на следующей же свече произошло, например, здесь, мы заключаем сразу сделку на покупку. Важное условие: цена до этого не должна выходить выше верхнего диапазона. И сам индикатор Gun Signals должен находиться выше уровня Fibonacci 161,8. Как видим, все эти условия здесь выполнены. Заключается сделка на покупку. Стоп-лосс устанавливается ниже минимального значения дня. Это здесь получается порядка 8 пунктов. Ну, на 2-3 пункта понятно, не сразу под минимум. Take Profit 1 к 8 к стопу. После достижения верхнего уровня расширения Fibonacci 161,8 сделка переводится в безубыток. Если в этот день не достигается Take Profit, то сделка закрывается по рыночной цене. То есть, если бы здесь не дошли мы до Take Profit, то закрылись бы вот на этом уровне. Да, заработали, конечно, гораздо меньше, но очень часто бывает, когда нам это позволяет все-таки получить хоть какую-то прибыль. Это что касалось покупок. И на продажу здесь у нас немножко обратные условия. Опять же, этот диапазон отмечен после 8:30 по терминальному времени. Если у нас этот период закрывался зеленым цветом индикатора Gun Signals, мы ждем смены цвета этого индикатора на красный. Как видите, вот эта смена произошла. Сигнал должен получиться до того, как мы пересекали бы нижнюю границу этого диапазона. Это для продаж. И, конечно, сам индикатор Gun Signals должен находиться ниже уровня Fibonacci 161,8, то есть верхнего уровня. Эти условия здесь выполнены. Заключаем сделку на продажу. Стоп-лосс выше максимума текущего дня на пару пунктов. А Take Profit в 8 раз больше стоп-лосса. Вот, в принципе, и все, что можно сказать по данной стратегии. Она очень простая в применении, но сделок, конечно, бывает достаточное количество. Практически каждый день мы этот сигнал получаем. Бывают и стоп-лоссы, и их достаточно немало, но в любом случае стратегия, на наш взгляд, достаточно интересная и заслуживает нашего внимания. А с вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.